Всем привет! Если вы посмотрите это видео, то, видимо, вы подошли к изучению коллекции Java. И я надеюсь, что к концу этого видео у вас будет прекрасное понимание хотя бы хэшмэп. Ну что ж, давайте посмотрим, какие вообще коллекции бывают. Во главе всех коллекций стоит iterable. Далее collection. Это базовый интерфейс для всех коллекций и других интерфейсов коллекций. От него мы можем построить три условных вектора, и это будут интерфейсы. List – упорядоченная коллекция, допускающая дубликаты среди значений. Особенностью list является то, что элементы пронумерованы, и к ним можно обращаться по номеру. Вам, скорее всего, знаком индекс. QE переводится как очередь. QE элементы хранятся в порядке их добавления. DQ представляет функционал для двунаправленной очереди. Set, в отличие от списка, описывает неупорядоченную коллекцию, в которой нет повторов элементов. У set есть соответствие с понятием в математике – множество. Sorted set – расширенный интерфейс set для создания сортированных коллекций. Каждый из интерфейсов предоставлен дополнительными классами. У list это ArrayList, простой список объектов. Linked List представляет связанный список. Вектор – это упорядоченный список элементов, устаревший аналог ArrayList. Stack – это структура, которая реализует хранение элементов по принципу стека, например, стопа книг. Есть методы вталкивающие – это push, и выталкивание – это pop. У QE есть Priority QE – это очередь приоритетов. ArrayDQ – это класс двунаправленной очереди, в котором мы можем произвести вставку и удаление, как в начале коллекции, так и в ее конец. И, конечно, set, хэш-set – это набор объектов или хэш-множеств, где каждый элемент имеет ключ и уникальный хэш-код. А linked hash-set – это связанное хэш-множество. Treeset – это набор отсортированных объектов в виде дерева. Это все, конечно, классно, но видео называлось хэшмэп, а мы его тут не видим. А не видим мы его здесь, потому что map, в отличие от других интерфейсов коллекций, не наследуется от collection, но в то же время он является частью collection framework и предназначен для создания структур данных в виде словаря, где каждый элемент имеет определенный ключ и значение. Реализация map включает hashmap, treemap и linked hashmap. Hashmap – это структура данных в виде словаря, в котором каждый объект имеет уникальный ключ и некоторое значение. Treemap – это структура данных в виде дерева, где каждый элемент имеет уникальный ключ и некоторое значение. Linked hashmap – это структура данных хранит данные в виде связанного списка элементов. Элементы расположены в таком порядке, в котором они добавлялись. Часто вы можете встретить hashtable. Это аналог hashmap, просто это устаревшая коллекция от старых версий Java, оставлена для поддержания обратной совместимости. Ведь все мы помним слоган Java: написал один раз, работает везде. Ну вот мы добрались до основной темы. Это хэшмэп. Хэшмэп является одной из наиболее широко используемых реализаций интерфейса map, который хранит данные в формате ключ-значения. Под капотом хэшмэп представляет собой массив, таблицу с элементами типа node. Каждый нод представляет собой связанный список из bucket, который содержит 4 поля: hash, key, value и ссылка на следующую ноду. Экземпляр хэшмэп имеет два параметра, которые влияют на его производительность. Это начальная емкость, capacity, и коэффициент загрузки, load factor. Емкость – это количество сегментов в хэш-таблице, то есть длина массива должно быть равна степени двойки. По умолчанию это 16. Коэффициент загрузки – это мера того, насколько может быть заполнена хэш-таблица до того, как ее емкость автоматически увеличится, когда количество записей в хэш-таблице превышает произведение коэффициента загрузки и текущей емкости. Хэш-таблица перестраивается. По умолчанию коэффициент загрузки равен 0,75. Как происходит добавление элемента? Ключ проверяется на равенство null. Если эта проверка вернула true, будет вызван метод put4nullk с нашим value. Далее генерируется хэш на основе ключа. Для генерации используется метод hash, в который передается ключ. Этот метод путем математических операций возвращает целое число. Это число определяет позицию в массиве, куда будет добавлен элемент. Если ячейка пустая, то создается нода, в которой записывается ключ и его значение. Если ячейка уже была занята, то ключ сверяется с помощью equals. Если ключ не был найден, то создается новая нода. Получается связанный список. Такое может случиться, так как хэш-код разных объектов может давать одинаковое значение. Если ключи совпали, то старый элемент затирается новым. Объекты с null ключами всегда записываются в нулевую ячейку массива. По-хорошему, каждый бакет должен хранить малое количество объектов, а лучше один. Это дает нам константную скорость доступа к объекту от единицы. Но все мы понимаем, что без коллизий не обойтись, поэтому один бакет может разрастись до больших размеров, особенно при плохой реализации метода хэш-код. Это в свою очередь приводит к ухудшению времени поиска этого объекта, поэтому был встроен специальный защитный механизм. Когда
Когда связанный список разрастается до 8 элементов, он превращается в сбалансированное дерево. Такой ход дает нам производительное время доступа к объекту. Теперь давайте посмотрим, как же мы можем взаимодействовать с этим HashMap. Итак, мы создали просто тестовый класс и в нем создадим сразу метод main. Теперь мы можем создать наш первый HashMap. Да, запись, возможно, кажется вам странной, но она тоже рабочая. Чтобы это продемонстрировать, мы добавим какой-то элемент в этот map. Сделаем просто вывод его на экран. Запускаем. Как видите, у нас все работает. Но как видите, компилятор просит нас добавить параметры. Кто мы такие, чтобы с ним спорить? Тем более, что Java это типизированный язык. Поэтому вносим небольшие исправления. Добавим нехватающих string и integer. В старых версиях Java вы можете встретить такую запись, когда и в этих же кавычках также указывается тип. С 7 Java это упростили. Видимо, не один я лентяй. На что стоит обратить внимание? При указании типов вы не можете использовать примитивные типы, такие как int, double. Если я тут попробую написать int, вроде как оно и пишется, но сразу выдает ошибку. Он не работает с примитивами. Итак, допустим, что ваша мапа будет содержать сотрудников и их уникальный номер в базе данных. Понятно, что скорее всего у вас будет отдельный класс employee, в котором все это будет. Но я думаю, это будет хорошим вариантом для примера. Давайте, наверное, переименуем нашу мапу в более осмысленное название. Вообще, давать осмысленные и понятные названия переменных, это, как правило, хорошего тона. Пусть будет, например, employees map. Отлично. Теперь нам надо добавить первого сотрудника. Для этого просто обращаемся к employees. И вот нам уже Java подсказывает метод put. Так как мы указали, что первым у него будет ключом string, значением integer. Это наша пара. Значит, мы обязаны передать наш ключ. Это будет John. Самое, наверное, часто используемое во всех примерах кода в интернете. И, допустим, у него будет ключ 1. Давайте вам 4, 5. Какой-то идентификатор. Добавим ему сразу еще парочку коллег. Jane, отлично, мне нравится. Что-то еще нам. Боб. Отлично. И сразу сделаем вывод. Проверяем. Да, мы видим Боб, Джон и Джейн. Если вы знакомы с другими языками программирования, то, увидя эти скобки, наверняка скажете, так это же объект. Ну да, только в Java объект это экземпляр класса. Но что тут интересного? Мы знаем, что код выполняется сверху вниз. И вроде как в такой же очередности должны были добавиться наши сотрудники. Но нет. Если вам нужно сохранение порядка добавления, то вам к linked HashMap. А HashMap не гарантирует, что будет сохранена очередность, а только то, что у каждого ключа будет его значение. Хотя с одной оговоркой. Это значение может быть null. Так же, как и один из ключей может быть null. Но как же нам получить значение из этого объекта? Конечно, при помощи get. И да, получить напрямую можно только значение по ключу. Если вам необходимо наоборот, то это только методом перебора всех значений и потом нахождения его ключа. Поэтому мы не будем изобретать велосипед и обратимся employee get John. И сразу выведем. Как видите, у нас был John с ключом и значение 1, 2, 3, 4, 5. Собственно, его же мы и получили. Но допустим, у нас большой список сотрудников, и нам просто нужно узнать, есть ли там Jane. Для этого, конечно, есть отдельный метод, а точнее два, которые возвращают true либо false. Метод называется contains. Это может быть как key, так и value. Например, employees contains key. Ищем, если у нас Jane и Джанет. Запускаем. Как видите, при первом поиске Jane так у нас есть, она вернулась true. Когда у нас этого ключа нету, мы получили false. Абсолютно так же работает contains value. Опять же мы берем один из ключей и его чуть-чуть меняем, проверяем. Опять же, true так у нас есть такое значение, false так у нас такого значения нет. Возможно, вам это пригодится, допустим, для проверки перед добавлением нового сотрудника, так как метод put очень настойчив. Если мы добавим еще раз Jane, но с другим значением, то он у нас перезапишется. Давайте посмотрим. Выведем на экран наш employees. Затем добавим еще раз Jane, но с номером добавим все девятки, чтобы было заметно. Еще раз выведем на экран. У нас было вот наша строка. Потом мы добавили через метод put. Он увидел, что такой ключ есть. Его это абсолютно устроило, и он просто в нем заменил значение. Но разработчики, конечно, подумали этот вариант. И для него есть метод put if absent.
который проверит, есть ли этот ключ уже, и только в случае его отсутствия добавит. Если же такой ключ уже есть, то просто ничего не произойдет. Проверяем. Наш сотрудник Джейн так и осталась со своим исходным номером. Также всегда можно проверить, добавился элемент или нет, потому что если операция успешная, то вернется null, так как все добавилось, и нечего возвращать. А вот в случае, если запись уже есть, то вернется значение, которое записано уже в базе. Так как у нас этого значения есть, нам вернулось. Для того, чтобы заменить что-то, конечно, есть отдельный метод replace. Например, поменяем ID у кого-то. Employees replace. Обратите внимание, что есть два вида замены, и у них разные типы возвращаемых значений. Мы можем передать ключ, у которого заменить, и передать новое значение. Также мы можем передать наш ключ, старое значение и новое значение. И если в базе такого значения не нашлось, то в случае со вторым параметром нам вернется либо true, либо false. Если же в случае с первым, то вернется новое значение, которое мы меняли. Replace, допустим, возьмем обычный на два параметра. Вот наш Джон, и мы можем поменять на 5, 4, 3, 2, 1. Делаем assault, и тут у нас нам необходимо ввести старое значение, затем новое. Пока что эту строчку закомментируем. Вывелось старое значение, которое было заменено. В случае же, если мы передаем 3 элемента, нам выдается сообщение об успехе. У элемента John было заменено значение. Идем дальше. Если можно добавлять, искать, изменять, конечно же можно и удалять. Метод remove. Employees hashmap. Remove, допустим, John. Проверяем. Этого сотрудника больше нет в мапе. Также не будем обходить стороной entry set и case set. Как следует из названия, возвращает либо сет ключей, либо сет значений, вхождений, то есть пар ключ значения. Рассмотрим небольшой пример. Создадим сет, в котором будем хранить ключи. Set strings, отлично, мне подходит. Employee set. Мы обращаемся к нашему, собственно, к нашей мапе. У нее берем case set. Чтобы посмотреть, что у нас там внутри, вот отлично нам предлагает IntelliJ через цикл for разобрать, что будет внутри. И просто выведем на экран каждый элемент, который у нас получился. То есть мы обращаемся к нашей изначальной мапе через метод map, так как у нас тут хранятся в сете, будут храняться все ключи, то есть наш Джон, Джейн и Боб. Может будет каждый раз вызываться с новым ключом. Вот все наши ключи, которые были внутри. Это entry set. Так как сказал, еще есть у нас entry map. Очень похоже, но так как это сет, собственно, из нашей мапы, из каждой пары, ключ и значение. Мы также можем его перебрать. Мы перебираем, берем отдельное каждое вхождение из нашего employee set 2. Ну и, конечно же, выведем его на экран. Вот отлично нам уже предлагает. Итак, мы выводим у каждого вхождения, мы берем его ключ, и у этого же вхождения берем value. Это мы можем пока закомментировать. Мы видим все наши пары ключ значения. Вот наш Боб, вот наш Джон и вот наша Джейн. Возможно, если вы только ознакомитесь с коллекциями, вам сложно понять и запомнить все методы. Но все приходит с практикой. И, конечно же, внимательно читайте подсказки в компиляторе. Основное, что можно запомнить, что map всегда содержит пару ключ и значение. Ключом и значением может быть все что угодно, но они всегда будут вместе. Если вы разберетесь с hashmap, то treemap и linked hashmap для вас уже не будут проблемой. Просто главное выбрать под правильную задачу правильный класс. А на этом на сегодня все. Смотрите другие наши видео. Если есть вопросы, ждем в комментариях.